другое что-то. Ну, только что петь умел человек, вот типа ты. Дорогие мои, всем привет! С вами я, Карина, и это 7-й эпизод международного конкурса Silk Way Star. Дорогие мои, уже 7-й эпизод. Значит, ситуация накаляется, да, право вето одно уже было использовано, осталось еще одно, я так понимаю, да. Значит, плюс ко всему, я максимально на этой неделе старалась отстраниться от информационного поля, в смысле, чтобы не проспойлерить себе, что происходило, что было в эфире. Единственное, что я смогла из Инстаграма, да, как бы для себя четко уяснить, что сегодняшний день будет посвящен национальным и фольклорным песням Казахстана. Дорогие мои, то есть мы сегодня ждем какой-то такой вот культурный пласт, очень богатый, кстати, между прочим, да, я его жду, мне интересно. Значит, для того, чтобы, значит, нам с вами ознакомиться с ним поближе. Соответственно, до этого были дни, когда участники могли спеть свое что-то национальное, фольклорное, да. Сегодняшний день посвящен фольклору принимающей стороны, да. Значит, мы с вами этого очень, значит, ждем, я так понимаю, да. Вы, тем более, посмотрели это уже на телеке. Значит, касательно перевода, мы с Айнур вот еще тоже опять не успели списаться. С одной стороны, как бы мне этот перевод нужен для того, чтобы быть в контексте каких-то моментов. С другой стороны, как бы то, что говорит жюри, ну, я на это никак повлиять не могу, да, оценки как бы от меня не зависят. Значит, ну, как бы жюри сказали, окей, вам это переводить не нужно, да. Значит, это нужно только для меня. Что нужно для меня на самом деле? Для меня важны именно участники, их выступления. Я об этом складываю в любом случае свое мнение. Я думаю, что вы из-за этого меня и смотрите, да, что я как бы, даже если не понимаю процесса, да, то я как бы говорю то, что думаю. Значит, поэтому по факту, ну, мнение жюри вам переводить не надо, а для меня оно как бы, ну, не то чтобы не важно, понимаете, оно как бы важно, чтобы подцепить что-то интересное, уяснить для себя, но по большому счету все же показывают оценки, да, то есть сказать можно разное, но в итоге мы, как бы, и результат зависит именно от оценок, поэтому оценки я понимаю, какие ставят, да, и на основании этого уже могу какой-то свой комментарий дать. Вот, поэтому предлагаю двигаться в таком же ключе. Меня, кстати, очень заметили за последние пару дней. Мне очень приятно это. Спасибо большое. Мне удалось передать привет участникам Silk Way Star в официальных каналах конкурса. Это очень приятно для меня. Спасибо большое, что вы ходите на контакт, что вообще-то считаетесь с мнением зрителя, да, пускай даже и такого диванного аналитика, как я. Очень приятно в любом случае. Вот, я надеюсь, что я никогда никого не обидела, никому ничего плохого не сказала. Я стараюсь быть всегда очень корректной, вот, и ну, как бы в таком ключе двигаться, потому что в первую очередь, конечно, для участников это тяжелое испытание. Значит, я уже с некоторыми пообщалась, собственно говоря, есть как бы много разных моментов, которые происходят во время конкурса, в смысле, что, например, акклиматизация, да, мы общались с одним из участников конкурса о том, что климат повлиял на вокальные данные, да, то есть, конечно, это могут быть какие-то болезни, это могут быть проблемы с голосом, тут я, конечно, добавить ничего не могу, так и есть. Мы даже, когда ансамблем отправлялись на конкурс на 2 недели, например, да, я не говорю о том, что Silk Way Star вообще длится долго, да, люди мотаются туда-сюда, значит, даже мы успевали заболевать в большом, ну, как бы, и там все время этот конкурс, я говорю, половина болеет, половина не в себе, половина держится нормально. В общем, это классическая история. Хотя мы уезжали недалеко, мы уезжали через пару областей, как бы чуть южнее регион был. Из-за того, что там был другой климат, мы тоже все, ну, короче, заболели в ансамбле, я помню, да, и выходили тоже на сцену все, в общем, сопливые. Поэтому такие моменты, конечно, могут происходить, климаты разные, да, где-то воздух влажный, где-то воздух сухой, я думаю, что в Казахстане воздух очень сухой, да, и если как бы человек приехал из влажного региона в сухой, это тоже может накладывать, конечно, свои эти вот истории, поэтому, ну, в общем, не без трагедий, как говорится, в моменте, да, но ребята продолжают двигаться, идти. Как мы видим, никто не отказался, не сам самостоятельно не снялся с конкурса. Это супер, это классно. Этот момент, который нужно пережить просто, да. И максимально стараться побыть в эфире, поучаствовать и показать себя, насколько это вообще возможно, да. Даже на «Ну-ка все вместе», я помню, девушка выходила очень талантливая, спела очень аккуратно, потому что у нее был, по-моему, танзелит. Вот, но не пощадили ее на конкурсе. В общем, сказали, что надо было так, сяк. Ну, я думаю, она и так в курсе была. Ладно, в общем, что-то я разговорилась опять уже на 4 минуты. Поехали смотреть.
В принципе, важная новость я вам всем рассказала, но надо же поделиться радостью, понимаете? Поэтому давайте быстренько пробежимся, значит, по оценкам, без слов жюри. Сплетни, скандалы, интриги, расследования меня эти не интересуют. Я буду смотреть на сухие факты. Цифры покажут, да? Цифры покажут. Я сейчас как жена Мен. Цифры покажут, весы покажут. Я его, кстати, смотрю. Значит, давайте так и будем действовать, дорогие мои. Значит, начнем с первого участника. И это у нас Тамга. Я так уже вижу. Ага. Ну, давайте, ладно, сразу будем двигаться. Боже, если честно, так волнуюсь. Блин. Тамга, давай, сил тебе. Какая красивая, боже. Рахмет. Мен сіздерді өте жақсы көремін. Ого. Ой, красиво как. Блин, классно! Боже, какая красота! Бас. Браво! Браво! Керемет Тамга. Слушайте, ну что я хочу сказать касательно Тамги. Она, конечно, боец. Вот вы знаете, человек уже стоял, как говорится, не раз на краю, и при этом сколько в ней вот этой моральной силы, понимаете, она рвется в бой, и песня такая. Если честно, я бы уже расклеилась 10 раз, уже бы расстроилась. Наверное. Она боец в этом смысле. То, что поставили в начале, как бы тоже, я думаю, показатель для нас, да, потому что у нее сейчас получился хороший, очень сильный номер, активный. Вот. Я надеюсь, что она не простыла, не болеет. Я чувствовала, что она немножечко подхрипывает, как будто, но, может быть, это от напора, да. Вот. Ну, она молодец, ничего не могу сказать. Очень красиво выглядела, песня такая классная. И аранжировка, кстати, супер. Мне очень понравилось. Я еще раз отдельно хочу поблагодарить ребят, музыкантов, кто сидит, ну, просто раскачали. Очень красиво. Молодцы. Такой активный бас. Очень классно. Очень классно. Слушайте, я под приятным впечатлением. Ну и судя по тому, что все-таки она в начале, ей дадут шанс. Блин, я надеюсь, что ей дадут шанс.
Поющий человек. Слушайте, ну видите, как бы Тамга просто сама по себе очень такой самобытный артист, понимаете? И вот эта самобытность не всегда связана с какими-то виртуозными, просто, понимаете, вокальными данными, которые, возможно, ждут на вокальном конкурсе, да. Это не говорит о том, что участник не должен идти участвовать вот в эти конкурсы, да. Это как бы ни о чем нам не говорит, кроме того факта, что твоя личная карьера творческая, да, твое творчество, оно, конечно, мало как связано с конкурсом. Конкурс нужен для раскачки личного бренда, да, всегда, это очень хорошо. И вот если у тебя есть свой материал, а он у Тамги есть, причем интересный, да, самобытный, ну, как бы вот поэтому это очень хорошо. То есть, конечно, мне больше нравится Тамга в своем личном творчестве, чем на конкурсах, например, да. Но это не значит, что мы не должны за нее болеть, не должны ее поддерживать. Естественно, мы ее поддерживаем, мы за нее болеем. Сегодня она, слушайте, ну я удивляюсь, если честно, я бы просто, ну у меня бы сил столько не хватило, я бы уже расклеилась 10 раз. Она действительно настоящий боец, она такая трудяга. Просто против течения человек, понимаете, работает и плывет. Мне очень нравится. Ладно, давайте посмотрим, что там за оценки нам поставят. Я надеюсь, в этот раз ничего такого сверхфатального не будет, а песню дали классную, сильную, конкурсную. Значит, там, конечно, не было вокальных пируэтов, то есть мелодия не такая, что прям там ого-го, да, виртуозно, но очень классная песня, очень мелодичная, и аранжировка просто супер. Давайте смотреть оценки. Блин, мне уже страшно, я просто Тамгу переживаю. Олай болса, ұпай сандарына кезек берсек, дауыс беру Қазақстан әдеттегідей бірінші бағалайды. Және сіздің қолдауларыңыз керек бізге. 10 ұпай. Рахмет. Түркменстан. 10 ұпай. Оңтүстік Корея. 8 поставят. Корея. Қане. 10 Нет, ұпай. 10. Хорошо. Тәжікстан. Тәжікстан. Қане. 10 ұпай. Малайзия. Ну, десятки должны быть у всех тогда. Я так Малайзия. думаю. 12, Ұпайы 10. 10. Өзбекстан. Блин, как волнительно. Капец, мне ж 10 голова ұпай. Армения. Армения моя. 12. Рахмет. Отлично. Грузия. Грузия. Да то? 10. 10. Слава богу, отлично. Қытай. 10. Так. Монголия. 10 ұпай. Класс. Және соңғы төрешіміз Әзербайжан. Так, Эфенди. Ой, какая 10 красивая. ұпай. Все, 10. Тамаша. Дауыс беру. Вот сейчас было справедливо. Ну вот скажите, классно? Потому что материал получился клевый. Вот неужели Тамга от начала конкурса до вот этого момента вокально как-то супер изменилась? Нет, у нее какие-то были данные, вот она с какими пришла, с такими она сейчас и выступала. Но до какой степени важное значение имеет материал? Не перестаю об этом думать, конечно. Вот, пожалуйста, десятки. Единственное, что мне кажется, что все равно как бы общее количество баллов, да, вот до этого все равно не позволит ей, как говорится, сохраниться, и ей придется, наверное, все равно выходить в конце. Но, по крайней мере, сейчас вот, ну, как бы ничего не могу сказать, действительно было хорошо. И справедливые оценки, мне кажется, на мой взгляд. О, моя любимая Мадина Бону. Мадина Бону. Так, ладно. Ну, Маяшкина, давай. Я надеюсь, сейчас все будет хорошо.
Значит, традиционные национальные истории. Я думаю, что я просто, чтобы погрузиться более-менее в информацию, я посмотрю отдельно сама еще раз просто. А для вас по-быренькому мы пробежимся, да, именно по выступлениям, чтобы тоже опять не был ролик на 2 часа, хотя он и так будет на 2 часа. Вай, какая красавица, да? Слушайте, я, конечно, все время смотрю на нее и думаю о том, что насколько она все равно самобытная, такая тоже интересная очень вокалистка. Она отличается от других девчонок природой своей, понимаете? Поэтому я, конечно, с каждым эпизодом все больше и больше начинаю думать о том, что она моя фаворитка в этом конкурсе. Потому что, ну, не знаю, у нее такой, вот у нее ей природой дан такой голос, вот я говорю, она как для меня, как вот из «Аватара», понимаете, девушка, которая вот должна петь саундтреки к фильму «Аватар». Такие ощущения. Только, то есть настолько у нее такая нежная природа, она не напористая, она не давит, это можно слушать, это не надоедает, не раздражает, то есть вообще. Как-то так вот благостно ложится вот на мое ухо, по крайней мере. Вот какие у вас ощущения? Я, если честно, просто это очень в вокалистах ценю, потому что, ну, как бы акробатика для меня интересна, но она не западает так, чтобы это слушать. Вот я вот сразу как запомнила с первого выпуска, понимаете, так вот она до сих пор как-то, я вот на нее смотрю, и с каждым выпуском думаю, боже, ну вот, ну, насколько она хороша вот в своей природе в этой, да. Ладно, значит, это как бы мое просто впечатление. Просто мне очень нравится вот ее вот реально голос. Простым языком объясняю. Значит, что касательно номера самого, да, то есть здесь какая вещь происходит, что фольклорные песни, они обычно вот этой очень как бы понятной формы,
очень короткая форма. Потом опять. Это может быть все что угодно. У нас то же самое в фольклоре происходит, да. То есть это может быть из куплета в куплет, какая-то история рассказываться, да, то есть здесь смысл именно в тексте, как правило, да, то есть повествуется какая-то история, и она вот в этой простой, постоянно повторяющейся форме происходит, да, поэтому о том, что это конкурсная песня, нам говорить не приходится. С формой здесь все понятно. Вот что можно было приукрасить именно в качестве конкурсной основы, да, это вот она в конце сделала такой вот вокализ. Это окей, это уместно, для того, чтобы всем лишний раз напомнить, что как бы вот у меня есть еще такой вот богатый верх, например, да. Но вот по форме на песня, как бы она, конечно, не конкурсная. Но здесь как бы у нас все-таки, я думаю, подразумевается, что мы знакомимся с культурным пластом, да, поэтому оснований занижать баллы на том, что песня была не очень вокально сложная, я надеюсь, таких как бы вещей не будет. Вот, поэтому давайте посмотрим, что скажет наше многоуважаемое жюри. Она еще и красавица. Ну, я, конечно, не знаю. Очень мне нравится все, что она делает, если честно. За что не возьмется, все красиво, понимаете? При этом я надеюсь, что у нее и со своим творчеством все будет в порядке, да, с собственными песнями, потому что это, конечно, очень важно. Конкурсы заканчиваются, а дальше мы что делать будем? Непонятно. Вот, поэтому поехали. Это уже не оценки, да? Он. Turkmenistan. Siz ne deysiz? Upayınız. 10 upay. Оңтүстік Корея. 8. Вот откуда эта восьмерка? За что? Что не так? Я не понимаю. Объективно восьмерку можно поставить только за то, что песня была несложной. Но это фольклорная форма такая, она такая. В ней важен больше смысл, чем развитие мелодий, там, да, и какие-то, ну, то есть, естественно, в старину об этом не думали. Это было как повествование, передачи смыслов каких-то там, ну, что угодно, из поколения в поколение. У нас же тоже есть такая песня. Сейчас. Дружочек мне, а я его поцеловала. Он шатара и домой, да. Потом опять та-та-та, да вот гармошечка играла, тара-тира, тара-тара. Я уже текст не помню, боже, я это просто пела в хоре в народном. Это было вообще черти когда в мое студенчество. Тара-тара, все опять. Та-тира-тира, что-то, да, про миллионок мне. Ну, короче, там что-то, в общем, история любви, да, что вот он колечко не взял и все такое. И вот эта вот форма. И там ее раскладывали на голоса, и в этом как бы, да, был прикол, смысл, но, конечно же, в первую очередь повествование. Вот за что восьмерка? Тәжікстан. Тәжікстан. Қане. 10 ұпай. Малайзия. 10 ұпай. Қырғызстан. 12 ставь. 10 10. ұпай. Ладно. Армения. За тобою, Арарат. 12 ұпай. Рахмет. Грузия. Рахмет. 10 ұпай. Ну, зато десятки сегодня Китай. ставят. Видите, как хорошо. 8. Ну вот, что это такое? Вот что это такое, понимаете? Монголия. Нет, мне интересно, подождите. То есть, получается... Блин, сейчас я начну нести, конечно. 8. А, и Монголия 80, да. Және соңғы төрешіміз Әзербайжан. Ұпай саны. 8. Рахмет. Дауыс. Это очень низкие оценки. Это очень низкие оценки. Они поставили, то есть за выбор песни, хорошо, у меня следующий вопрос. А конкурсанты, они как бы сами выбирают песни или им дают их? Тоже, да, момент? Единственное, за что здесь реально можно поставить восьмерку, это за само фольклорное произведение. Так что, вы хотите сказать, что оно какое-то плохое или что? Ну, конечно, нет, вряд ли это жюри хочет сказать. Просто тогда мы говорить должны о том, что нужно подбирать максимально конкурсные песни, да, или как-то аранжировать их так, чтобы это было вот, ну, хотя вот как эту песню, ну, там, ну, можно, наверное, да, но этим нужно заниматься тогда явно не неделю, сколько у них времени на подготовку было, чтобы придумать что-то из невокального, сделать вокальное.
Модуляцию можно было добавить, самое, да, вокализы какие-то штуки. Ну, а потом давать какую-то там экспрессию супер наверхах кричать. Ну, зачем, если эта песня не подразумевает ни ее смысл, ни ее повествование, ни ее мелодия, очевидно. Это очень... Беру аяқталды. Это свидос, конечно, полный вообще. Я не понимаю, как это работает. Очень низкие баллы. Мишель. Так, давайте, Мишель, поехали. Әмбебап банк, халық банкі. И подтанцовка у нее была красивая. Ой, аранжировки супер, конечно. Вообще, как мне нравится. Это музыкально все. Класс. Этот момент сложный, да. Это СБСГ, да, вот этот играет? Духовой. Это, знаете, такой король лев просто. Ай, как красиво в конце сейчас было. Мишель Джозеф. Браво. Нет, ну это было очень красиво. Слушайте, ну вот опять, что мы с вами видим? Значит, гармонически эта песня сильно сложнее, да, вот этот синкопированный ритм за тактом, вот это все тара-тара-та, тара-тира-тира-тара-та, да, вот эта форма очень классная, какая она в обработке классно звучащая. Ну, здесь как бы докопаться не до чего. Я думаю, что высший балл будет, ну и должен быть. Реально, как король лев получился. Ну вот, я просто хочу отметить, что вот делает СБСГ, да, в данном случае. Я надеюсь, я правильно произношу, если что, извините. Вот это, как бы, духовой вот этот инструмент, значит, это вот как бы типа аналог флейты иная, да, значит, вот этот вот ветряной тембр, который есть у этого инструмента, вот он такие краски добавляет яркие, насколько это вот мягко, протяжно, действительно вот этот ветряной тембр, это же наверняка в пастушьих мелодиях там часто используется, да, то есть, ну, как бы ассоциации сразу. Вот, поэтому при этом у каждой как бы страны, получается, в своей традиции свой вот этот инструмент, да, есть кура, я знаю, есть чор еще,
Ну, в общем, там как бы куча всего. Вот, поэтому очень красиво. Очень красиво. Я думаю, балл должен быть очень хороший. Тут как бы добавить-то тілімен нечего. айтқанда жаңа сильный Ну и видите, как бы, ну, по мелодии, это сильнее мелодия, конечно, была, чем у Мадина Бону, да, то вот я думаю, что балл будет выше. Так. осы жерде қызметімді асыра сілтеп пайдалансам тағы да бір мәрте қысқа Споет, ғана да? сұрасақ бола ма? Так. Да, очень красиво. Рахмет. Рахмет, Сакен. Хорошо подобранный материал, понимаете? Мишель хорошо подобрали песню, тут ничего не скажешь. Тут же одно дело, что ты умеешь, а другое дело, какой материал тебе дают. Но это было очень красиво. Думаю, балл должен быть выше. Он такой, как бы, прям хороший номер получился, ничего не могу сказать. Где оценки-то? Давайте, вот они, кажется, да? Түркменстан. Так, пропустила. Ага, все. Мы в моменте. Сіздің ұпайыңыз 12 ұпай. Да. Түркменстан. 12 ұпай. Блин, интересно, будет у кого-нибудь наконец-то все Оңтүстік Корея. 12? Все 12 у кого-нибудь будут? 12 ұпай берді. Да? Тәжікстан. 12 ұпай. Малайзия. 12 ұпай. Қырғызстан. 10 ұпай. Блин, Өзбекстан. сбили плеяду 12 баллов. 12 ұпай. Армения. За тобою. 10 ұпай. Грузия. 10 ұпай. Қытай. Қане, 12 ұпай. Және Әзербайжан. Әзербайжанның ұпайы 12. Слушайте, ну, Дауыс беру аяқ. насколько я помню, у нас не было еще таких прям супер высоких баллов в таком количестве. То есть всего 2 десятки, да? Это очень хороший балл. Для Мишель, я думаю, супер. Ну, в смысле, что она и так вверху таблицы турнирной, да? Я думаю, это, конечно, вообще хорошее подспорье ей для этого, поддержка. Ну, а что сказать? Номер-то хороший дали, песню сильную дали, понимаете? Тут вот сейчас будет очень много зависеть именно от материала, который тебе дали. Саро. Давайте поглядим, что там. Что на этот раз? Готовы? Поехали. Опять, да? Духовые. А он на сцене даже. Супер. Видите, опять форма короткая, она повторяется.
Так, ну, я думаю, что... Слушайте, если честно, я жюри не завидую, если честно, потому что все поющие, все молодцы. Реально, за единственное, за что можно снимать оценки, это просто за выбор материала, что вообще-то тоже как бы не особо-то и честно, да. Ну, я не знаю, но это было очень красиво, конечно. Так понятно, да, очень нежно. Конечно, когда выходит красивый мужчина на сцену, который умеет петь, естественно, все в полном восторге. Тут ничего не попишешь. Ну вот. И то, что инструмент на сцене был, это, конечно, какие низа вообще у этого инструмента, когда он нижнюю ноту там брал, там просто какой-то вообще такой, как-то такое звукоизвлечение удивительное, конечно. Я просто в шоке. Но здесь тоже должны быть очень хорошие оценки, друзья мои. Я вообще не знаю, ё-моё. Ситуация, конечно, сос. Единственное, что вот мне в таких случаях приходит в голову уповать, это вот что-то эдакое в тембре искать человеческом, да, потому что, ну, Саро очень универсальный артист, у него очень благородный, понятный для многих-многих слушателей вокал, то есть он такой именно понятен всем, да. Если вот, например, вокал, например, Автандила, да, он для меня лично с изюмом и такой вот с особенностью с такой, да, и вот я эти краски очень ценю. А Саро, например, в этом смысле, он очень универсальный, вот, ну, как бы вот с его тембром, ну, как бы это объяснить, что я не хочу сказать, что у кого-то хорошо, что у кого-то плохо, да, давайте тоже не орать, да, я пытаюсь просто объяснить, что когда все кругом поют, остается уповать на самость человеческую, да, на самость его голоса и природного дара. Вот что-то эдакое, вот необычное, что я не слышала, там, например, на других конкурсах, да, вот за что-то за такое цепляться. Потому что нам не приходится говорить о том, что кто-то из конкурсантов петь не умеет. По крайней мере, знаете, это все-таки телевизионный формат. Поэтому, ну, как бы, наверняка живое исполнение немного отличается от того, что выдается в эфир. Но вообще-то это нормально, потому что люди поют вживую, как бы, это не должно быть идеально, да. Вот. Ушла вообще в дебри, да, куда, что хотела сказать. Ну, короче, я, значит, в этом конкурсе просто для себя отмечу, что я буду искать вот какой-то изюм. Потому что, ну, вот какую-то особенность голоса человеческого, какую-то особенность харизмы, чтобы ориентироваться на нее и как-то, ну, в этом случае хотя бы как-то вот оправдать свой выбор. Вот так вот, да. Ну, мы должны все хорошие оценки Деп, поставить. маған Қошемет! Знаю, мама, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Рахмет, браво, керемет орындап шықтың. Қошемет! айтып жүрерсіз. А что там было? Можно Ал, сначала? кеттік онда. А за тобою Арарат, Армения моя. Қошемет! Знаю, мама, Армения, ты здесь меня. Қошемет. На самом деле, я думаю, что мы их достали с этой песней. В смысле, что ребята каждый раз за тобою, Арарат, и все такие, Армения моя, ну что, она уже вот тут вот просто уже надоела. Ну неужели как будто других произведений нету? Я уверена больше, чем... Ну я просто в предыдущие выпуски сидела тоже с этой песней, ну это уже как бы прикол, как бы, но... Понятно, что у них куча других произведений классных. Ну, вот видите, вот это очень самое популярное получается. Ладно. Оценочки где? Что поставят? Ну, понятно. Дайын болса, біз сіздердің ұпайларыңызды білуге дайынбыз. Қазақстан, Ну, еще когда мужчина красив на сцене. Ну, пойми, ну что ты делаешь? Саро Геворгянға 12 ұпай. Конечно. Түркменстан. Түркменстан 12 ұпай. Оңтүстік Корея. Саро вырывается вперед, я так понимаю. Оңтүстік Корея 10 ұпай. Тәжікстан. Рахмет, ұпайыңыз. Тәжікстан 12 ұпай. Малайзия.
12 ұпай. Қырғызстан. 12 ұпай. Өзбекстан. Молодец. Я уж тоже выучила. Өзбекстан 12 ұпай. Грузия. Так. 10 ұпай. Эх, Қытай. 10 ұпай. Рахмет. Монголия. 10 ұпай. Және Әзербайжан. 10 ұпай. Рахмет. Дауыс беру аяқталды. Ну вот есть какое-то легкое ощущение того, что 12 баллов должно было быть чуть больше. Я не могу сказать, что это плохие оценки. Но как будто, понимаете, в чем дело еще? Что я хочу сказать? Что мужчин, поющих на конкурсе на этом, ну вот их как бы два лидера для меня, это Автандил и Саро. И я думаю, что для Саро это низкие оценки, нужно посмотреть, что поставит Китаю. Но я говорю, вот этот момент, что жюри вот в моменте ставит баллы, это мне не очень нравится. Ну, не нравится мне это. Так, ладно. Вот, участник из Китая, Жанг, поехали, да? Но если в этот раз тоже будет рок, я, блин, просто удивлюсь окончательно. 喜欢这边的朋友可以来到这边旅游看一看。 Вроде нет. Блин, классно вообще. Бенду просто респект, реально. Дорогие мои, ну, в общем, я все время сидела, думала, как бы объяснить то, что мне на ухо идет, на мое. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Жанг у нас, я начну вот так, что Жанг у нас взрослый молодой человек. Он уже определился с форматом, стилем, в рамках которых он работает. То есть он нашел вот эту вот самость, да. При этом
конечно, это убавляет его очков для меня, ну, например, вот в вокальном конкурсе, потому что мне кажется, что вот артистов, которые выступают на конкурсах и занимают первые места, их можно вынести в отдельный вокальный жанр, то есть это просто конкурсные исполнители, знаете, вот как будто так. То есть некоторые люди просто созданы для конкурсов, вот они все понимают, они в этом конкурсе живут, они как-то развиваются, там меняются, пробуют одно, второе, и они, конечно, должны быть акробатами вокальными, да, и вот они как бы вот в этих, они просто созданы для них, да, но когда вопрос будет касаться личного творчества, там не факт, что что-то будет, да, например. Ну, или будет, окей, неважно. Но просто вот есть прям конкурсные артисты, да, и сколько историй мы видели, когда люди на конкурсах проваливались, потом в итоге выходили своими материалами и становились крутыми реально звездами. Значит, к чему я это веду? К тому, что Жанк уже взрослый мужчина, который уже понял как бы свои стороны, свое направление, свой вижен у него есть, да, на любые произведения. Он везде, в каждом произведении остается собой, что очень ценно для артиста, да, но в рамках конкурса ты когда смотришь, что это примерно все об одном и том же. То есть просто под разными соусами немного, но везде есть он. И, понимаете, вот если, например, я у некоторых участников конкурса вижу, как им приходилось там менять, как им приходилось подстраиваться под условия, под жанр, под еще что-то, да, то у Жанга вот этого какого-то кризиса такого, знаете, творческого, ну, в смысле, что ты как-то перенервничал просто и не смог там во что-то, его особо нет, потому что он примерно все время про одно и то же. Сейчас, секунду, я зарядку поставлю. Вот. Поэтому в этом смысле его как бы вот развитие как персонажа в конкурсе, оно примерно все одинаковое, понимаете, в чем прикол? И даже вот эта песня, которая, естественно, они все равно добавили немного вот этого рока, чуть-чуть совсем, да, но вот эта хрипотца меня как будто смутила. Хотя, понимаете, тоже апеллировать к этому так нельзя. Это его стиль. Понимаете, это его самость. С этой хрипотцой петь. Но мне примерно про него все понятно. Вот с первого выпуска мне про него все понятно. И вот этого эффекта, который ждут на телеке, обычно вау-эффекта, да, его не происходит. То есть, когда ты видишь какого-нибудь там забойного рокера, там все вау, рок, круто, а потом человек поет такую лирическую сопливую песню, да, что все просто ого. Ну, это, короче, просто шоу, да. Поэтому, конечно, не то, что его, никто его, как бы, естественно, за это никогда ругать не будет. Наоборот, это очень здорово, что человек нашел свое. Просто в рамках конкурса это примерно все про одно и то же. Я даже не знаю, мне кажется, как будто он не формат конкурсов. Вот, именно сам по себе, да. Примерно как и Тамга, например. То есть это люди, которые вот у них есть вот этот вот свой вот этот вот изюм, есть вот эта вот самость. Ну вот именно как вокальный конкурс, это уже немного другая история. И главное, как оно так вот, кто это, ну то есть это же не мне это распределять, не мне об этом судить, конечно. Может, и ребята считают сами по-другому, может, их обидят вот эти мои слова и заденут. Ну, например, я сама по себе тоже знаю, что я не конкурсный человек. Никогда в жизни я никаких успехов не достигала в конкурсах. Это одна нервотрепка и стресс. При этом я знаю, что как бы есть произведения, вещи, штуки, которые я классно делаю, у меня они хорошо получаются. На конкурсе они никогда не будут представлены. Понимаете? Ну вот есть вот реально люди конкурсные и вот не конкурсные. Хотя, если честно, там Габа, ну, как бы, она у нее лучше получилась, например, чем у Жанга в 100-500 раз, потому что она пробовала и рэп, да, показывала свою сильную сторону, свою самость больше проявляла, да, и вот соул, да, в итоге она ушла полностью в соул, да, потому что все поняли, что, как бы, ну, на рэпе далеко не уедешь, ну, как бы, один раз, два можно поразить, но в целом не для конкурса история, вот, поэтому она ушла полностью в чистый соул. Жанг, ну, вот он как-то примерно про то же самое каждый раз. Это неплохо, это весело, это классно, взрослый человек, мне вообще понятно все, он зрелый, как бы. При этом мне нравится, как он относится к этому конкурсу. Он на спокойном, ну, взрослый человек, вот, понимаете, без истерик вот этих всех, понимаете. Вот я за это, ну, как бы, людей очень уважаю. Ну, вот просто что все понятно, понимаете. С первого выступления, и когда второе было, я уже поняла, что так будет примерно каждый раз. Вот. И я его за это, ну, как бы, вы же не поймите, то есть я не обесцениваю это. Я просто констатирую этот факт. И, конечно, ну, как бы, ну, вот, не так вокально, как у других ребят, например, да.
Вот что можно еще сказать? Такая вот, это просто данность, понимаете? Вот я просто проговариваю это с вами. Поэтому не знаю. Ну, мне кажется, что баллы не должны быть высокими, если честно. Мне кажется, понамешалось немножко, неорганично что-то было местами. Ой, а что это такое? келгенше сол бір білезікке сүйретіп қайталанбас бұйым алып келдім. Ничего себе! Вами, это что? Как красиво! А у него день рождения или что? Красота! Класс! Қазақ деген осындай қонақ жай халық. Әрине, Супер! сый құрметіміз таусылмасын бір-бірімізге деген. Ладно. жалпы жүрек. Давайте, в общем, двигаться дальше. Значит, к оценкам перейдем. Я уже сразу пробегусь, потому что надо успевать записывать ролик. Где оценочки? Так, говорят. Так, это уже, кажется, оценки опять, нет? Нет. Да блин, где же оценки-то? Вот они, да? Пошли, ага. Он упал. Түркменстан. Он упал. Оңтүстік Корея. Он упал. Таджикстан. Он упал. Малайзия. Малайзия. Он екі упал. Молодец. Қырғызстан. Он екі упал. Өзбекстан. Ну, оценки высокие. Сегіз упал. А, Армения. да. Он упал. Грузия. Он упал. Монголия. Он екі упал. Азербайджан. Он екі упал. Дауыс беру аяқталды. Ну, если честно, мне кажется, оценки завышены. Ну вот. Хотя я за него очень рада. Подарок ему такой классный сделали. Просто супер. Ну, можно за человека только порадоваться, на самом деле, как говорится. Тут оно серебряное. Ең қараңыздар, киіз үй бар. С орнаментами. Боже, какая красота. О, авто. Гамарджуба. Ругурахар. Так. Значит, давайте посмотрим, как у нас дела у авто в этот раз. Вот он человек с изюмом, понимаете? Оның маңызын жақсы түсінемін. Давайте посмотрим. Дариға арманым көп.
Красавчики. Автандила Бисламидзе. Ну, это было очень красиво, конечно. Что тут сказать? Конечно, было слышно, что авто как будто аккуратничал, местами берег горло. Я думаю, что есть какая-то история со здоровьем, наверное, да. В этом выпуске оно было. Подскажи мне. Слышно, как будто аккуратничает, да, человек. И это, кстати, ну, это просто было слышно именно в моменте, где нужно было казать, да, ну, дать больше силы, и я знаю, что Автандил это сделать как бы может, да, на разрыв аорты, как говорится, но саккуратничал, при этом ничего плохо не было, но это очень красиво, если честно. Вот его тембр, понимаете, это, ну, это вообще, конечно, иногда, если честно, мне так вот обидно даже такие вещи говорить, как-то даже самой стыдно, но я ничего с этим поделать не могу, это ж правда. Ну, я, кстати, нахожу, ну вот, короче, значит, есть же вот когда люди, которым вот дан какой-то особенный тембр, и тембр, который вот универсальный, ну, который как бы вот очень часто встречается. Вот что у Мадины, что у Автандила, у них особенные тембры, понимаете? Вот у авто он какой-то, вот я говорю, вот в этой высокой тесситуре, он такой интересный, у него вот это вот вибрато, понимаете, такой вот учащенное, и оно ему так идет, он ему так владеет хорошо. Потому что я нахожусь, например, как раз-таки в тех, у кого, типа, ну, интересный тембр, в смысле, что меня, если один раз услышат, то запомнят, да, это, ну, как бы я просто объективно про себя знаю. При этом у меня нет никаких там великих вокальных данных, то есть, ну, я вообще, ну, не виртуоз в этом смысле, да, значит, и не технарь, да, то есть конкурсы мне вообще запрещено. Например, я же просто все время на себя перекладываю, да, и, конечно, мои слова могут прозвучать для кого-то обидно, но природа иногда решает вот за нас. Ты же, вот что тебе голос вот какой дала природа, вот ты же этим инструментом и пользуешься, он звучит у всех по-разному. И вот иногда бывает, он звучит так по-особенному, что, ну, ты запомнишь его просто из 1000 голосов. Вот Автандила такой голос. Я слышу, что он не очень в форме, кажется, как будто, да, то есть вот этот верх, он саккуратничал очень, как будто вот хрипотца вот это есть, да, вот там я тоже это вначале слышала, тоже вот не знаю, что там по фониатрии, есть ли какие-то фониатрические проблемы, вот, но при этом, конечно, просто вот голос такой есть у человека, и это уже, конечно, богатство вообще. Очень запоминающийся тембр.
Значит, можно много обсуждать, но это факт, поэтому авто, конечно, красавчик. Представляете, из Батуми, оказывается, человек вообще. Практически земляки. Но это я примазываюсь, ладно. В общем, да, есть, конечно, история с тем, что аккуратничал местами, но я думаю, что это не безосновательная история. Я ее, конечно, услышала в этот раз. Насколько у меня темно, боже, уже ночь. Ну, не, нормально, вроде меня видно хорошо. Ладно, значит, давайте посмотрим, что поставит авто, что ему скажут. Так, пошли оценки, вижу. Угу. Ага, пропустила. Так, ну поехали. Но, кстати, оценки должны быть хорошими. Это было очень нежно исполнено, очень красивая мелодия. Авто, понимаете, вот это апатия, но я, конечно, извиняюсь, но вообще не его фактура. Вот это его сильная сторона. 12 ұпай! Түркменстан. 12 ұпай! Оңтүстік Корея. 12 ұпай! Тәжікстан. 10 ұпай! Должны быть хорошие Малайзия. оценки. Ой, блин. 12 ұпай! Қырғызстан. 8 ұпай! Наконец-то ведущий говорит, сиди зупай, да, и как бы серьезно. Ну, мне кажется, 8 это незаслуженно. Незаслуженно. Өзбекстан. 12 ұпай! Армения. 10 ұпай! Қытай. 12 ұпай! Монғолия. 10 ұпай! Әзербайжан. Сонымен Әзербайжан 12 ұпай! Дауыс беру осымен аяқталды. Биджо, 1/8. Ладно, жаль, конечно, не должно было быть там 8. Мы можем измерять эту ситуацию большим количеством десяток или меньшим количеством десяток. Алим, едем дальше, дорогие мои. Так, сколько я уже наболтала? Там час ровно. Ну, ладно, ничего, не критично, да? Нормально. Вы мне скажите, кстати, обрезать мне ролики на коротенькие версии или также вот длинную оставлять? Ага, все, номер пошел. Silk Way Star халықаралық музыкалық шоуына қолдау білдірген Казцинк компаниясы. Болсаңшы әнге ғұмыр, болсаңшы әнге ғұмыр, болсаңшы әнге ғұмыр, болсаңшы әнге ғұмыр ай. Что я его голос даже не узнала. А, там был дубль, я поняла.
Ну, вот вам, пожалуйста, еще одна вариация именно фольклорной истории, вот этой формы, повторяющейся бесконечно много раз, повествующей какую-то историю. Очевидно, что это не конкурсная песня. Понимаете, она очень классная, они очень классно сделали аранжировку, она такая маршевая, да, на 2/4, да, вот как вот мы любим это все. Но она не конкурсная, прям совсем. Понимаете, в чем прикол? И вот интересно, как бы занизит из-за этого оценки или нормально все будет. Понимаете, тут же вопрос вот в выборе материала. Как судить, боже мой? Все хорошо, все нормально, низкий тембр у него, в смысле, ну, короче, низкий голос, все у него есть, нот он достает, все нормально, все супер, песня хорошая, все классно, просто она не конкурсная, да. И он справился, кстати, с ней хорошо, то есть, ну, вот, она приятная абсолютно на слух, такая гармония красивая. И формы я эти все люблю повторяющиеся. Мне это все очень нравится. Она так лучше даже запоминается, на слух ложится. Это же должно было передаваться и, ну, как бы и в мозг людей закладываться так, чтобы ты быстрее ее запомнила. Когда вот эта повторяющаяся цикличная история очень, она быстрее в голову закладывается, да. Это интересно, что поставят теперь Алиму-то. Говорят, 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 все говорят, и я говорю. А бедные ребята там на конкурсе нервничают, а мы тут сидим. Обсуждаем. Так, ладно, видимо, это уже оценки пошли, так понимаю, да? Екі опал енді. Ұпай санын білсек. Түркменстан. 12 ұпай. Оңтүстік Корея. 12 ұпай. Тәжікстан. 10 ұпай. Малайзия. 10 ұпай. Қырғызстан. 12 ұпай. Өзбекстан. 10 ұпай. Армения. 10 ұпай. Грузия. 10 ұпай. Қытай. 10 ұпай. Монғолия. 10 ұпай. Әзербайжан. 10 ұпай. Осымен дауыс беру. Вот объясните мне теперь, пожалуйста, почему авто 8? Я вообще не понимаю. Я очень рада за Алима. Все классно, что у него такие оценки хорошие. Это вообще никакого отношения, если честно, не имеет к нему. Дали хорошие баллы, супер, понимаете? Но я не понимаю вот в такие моменты, почему тогда другим 8 ставят. За то, что песня была не очень, как бы, вокально сложная, и у людей были оценки низкие. А здесь ни одной 8 даже не проскочила. Я не говорю, что должны быть там все 12, там, да, или все 8 должны быть. Нет, просто должно быть тогда, ну, по той же логике, пара 8. Не одна, кстати. Если авто поставили 8, видите, мы же не знаем, что он вживую пел, понимаете, как там было. Но мне кажется, что он хрипит и аккуратничает. Что-то вот мы с ним общались, как бы, может быть, что-то с горлом есть. Действительно, какие-то связки не в себе немножко, да. Но, в общем, это даже дело не, короче, дело даже не в связках. Дело в том, что просто насколько сложное произведение и несложное произведение, и как мы тогда его оцениваем. Почему, тут даже дело даже, кстати, не в авто, а в предыдущих участниках, да, у кого были 8 за то, что произведение особо сложное, за это действительно можно было занизить баллы. Сейчас я говорю про Мадина Мобу. Мадина, короче, можно я буду говорить Мадина? Прости, пожалуйста. Мадина Бону, да, правильно говорить?
Вот за что ей 8 поставили тогда? Она что, хуже спела? Я не понимаю. Для меня это, конечно... Ну, то есть я понимаю, блин, это ж несерьезно. Я рада за Алима, он стильный, классный парень. Но вот когда на фоне этого страдают другие ребята, ну, как бы... Ну, вот почему там не было ни одной 8? У меня вопрос к жюри, естественно, в этом смысле. Нечестно. Короче, это просто нечестно. Вот и все. Вот что хотела сказать. Какая разница, что я понимаю, что я не понимаю. Он же участвовал, кстати, в «Ну-ка все вместе». Мне ребята прислали потом в телеграм-канале в мое сообщество. Прислали мне ссылку на его выступление там. Представляете? А я не знала. Мариям жагордеге орыс кызы 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашық болып сондағы Мариямның айтқан сөзі Красавчик. Дудари дудым, бір сен үшін тудым, шіркін-ай, дударари дудамын. Модуляция. Қолында Мәриямның өткір қайшы, қағазға Мәриям аты жазылсайшы. Қор болып бір жаманға кеткенімше алдымнан қазулы көрді білсайшы. Что там, Бекки? А? Слышу все. Дудари дудым, бір сен үшін тудым, шіркін-ай, дудари дудамын. Дудари дудым, бір сен үшін тудым, шіркін-ай, дудари Красавчик. Фахриддин Хакимов, Таджикстан. Знаете, я сейчас сидела и себя на мысли ловила, что у него как лебединая песня сейчас была в этом выпуске. В смысле, что ощущение у меня, конечно, такое, что он не задержится. И вот ему дали такой номер. Какой поющий тоже парень. Ну вот он тоже очень такой вот, видите, у него тембр очень понятный, очень универсальный. Но тут в 8 тоже быть не должно тогда. Ну, я не понимаю, ну, слушайте, ну, тоже, блин, дают материал такой разный. То какой-то конкретный фольклор, прям, да, с такой структурой повторяющейся, то вот такие напевно-мелодичные, ну, как это в этих рамках можно оценить? Я вообще не понимаю. Блин, конечно, мне это вообще, ну, предчувствие, конечно, такое себе. Обычно так делают, чтобы раньше времени, знаете, как это, дать спеть.
Не дай бог, конечно. Но, ну, как бы, я думаю, там будет Тамга, я думаю, там будет вот он и кто-то третий, еще непонятно. Опять. Вот у них с Саро очень универсальные вот такие тембры, понимаете? У них с Саро универсальные тембры очень. Они оба хороши. Как можно... Ну, чем он хуже Саро, например, спел? Вообще ничем. Сейчас посмотрим, какие оценки дадут. Так, подождите, Казахстан. Онупай! Түркменстан! Сегизупай! Откуда? Откуда эта восьмерка? Я вообще не понимаю. А там у Алима ни одной восьмерки. Оңтүстік Корея! Сегизупай! Вас люди Малайзия. смотрят. Вы чё? Ну это так нельзя. Ну вас смотрят люди. Мы же не идиоты. Онупай! Кыргызстан! Онупай! Өзбекстан! Онупай! Армения! Онупай! Грузия! Онупай! Қытай! Онупай! Монголия! Сегизупай! Азербайджан! Онупай! Пояснительную бригаду мне, пожалуйста, внесите. Не, ну все, я подгорел. До свидос, реально. Так нельзя, слушайте. Это не дело. Вас смотрят люди, блин. В смысле? В смысле у человека 3 восьмерки, когда у него номер был чисто вот на данный момент, да, сильнее, чем у Алимы, например. Программа такая. Ну вот ему дали такую песню, более мелодичную, более конкурсную, чем у Алима. И более мелодичную, классную, чем, например, у Мадина Бону. Мадина, прости, я не могу. Я заговариваюсь все время. Ну, что это такое? Это как это? Можно, пожалуйста, пояснить? Я что, глухая тут сижу или что? Или я вот что-то не понимаю, ну, как бы... Откуда 3 восьмерки? Понимаете, в чем дело? Ну, не должно их там быть. Хорошо, если нам по выступлению Мадины дали понять, что там вот была 1 восьмерка, да, за что вот можно было занизить балл? За то, что песня не очень конкурсная, да, ну, такая вот национальная, традиционная, понятная форма про одно ла-ла-ла-ла-ла, все, что я вам говорила до этого, да? Окей, значит, мы берем вот этот вектор, в нем двигаемся. Тогда почему у Алима восьмерок нету? Я не говорю, что их должно быть там 2 или 3 или 10. Мне просто логика непонятна. Блин, логики нету. Значит, у Алима восьмерок нету, у него 3. Откуда там 3 восьмерки? Он что, в эфире там вообще мазал, вообще просто не попадал везде? Я не понимаю. Дауыс беру осымен аяқталды. Таңдауы қазақтың қай халық әніне түскен екен? Бірге білейік. Это повтор. Это повтор техобалла, я поняла. Измин будет 5 сейчас. Измин в конце, значит, должен быть номер прорывной. Не, слушайте, все, я подгорела, реально. Ну, это перебор. Я не люблю, когда из меня дуру делают, слушайте, ну, я вообще... Я вот за это конкурсы не люблю, правда, блин. Ладно, что говорю. Ладно, ну, давайте перевспомним, какие вот есть конкурсы, где вот баллы всегда вот устраивали бы человеков. Вот это где они бы, вот эти такие конкурсы бы были. Понимаете, всегда есть вот эти вот «но», всегда есть какие-то вот эти штуки. Что должно быть очень красивое. Orasını kalayar saragan sarsam maurin ah kuman kinda
mastarhanaw janagan Akhli yadinaw aman bol Kilden nede bay jisrenda Jengi larmbe baride Hey botada kusadaw janagan Hawlene larmbe baride Sigurde akamay kudede Akshak turtaw ayla be Hey hapada saganaw yalenne Najulistik baydo akyalenne Kunalini kudara mustanna Pesir pesir jigedere Hey ayla dendar jarenne Hey dari dari hey dari dari hey dari dari hey dari dari Kildim derimde paride Kınama edine teginde Ringde kalayday korimde Alsan durmay bocalar Sözümde karayay silahdan Kollarımda paride Kolakta bizi şey kurasebe Kaladımda çalmay kınama Kezarimda paride Şöyle garbe amana Bensi hazlay anamda Kapşada kalayay kayastan Savsam karandan mayastan Avada karada yakorda Aynı behar bey parasan Besi yaktı dekemende Şapsi juruki arastan Вау! Блин, чуваку на басу привет передаю большой, реально. Ну, тут святой не устоит, как говорится. Все плясать будут, мам. Yazmin Aziz, Malaysia. Да, да. Не деген энергетика, не деген харизма. Мына көрерменнің Да, ну это был лучший номер выпуска, дорогие мои. И я сейчас секундочку врублю себе свет. Я думаю, что этот номер входит в какой-нибудь топ-5 лучших номеров конкурса. Если честно, это было супер. Она просто взяла нас вот так вот за глотки и всех заставила танцевать. И мы все плясали и танцевали. Это, конечно, было очень сильно сейчас. Не зря в конец ее поставили с этим номером. Язмин красотка. Слушайте, конечно, какая она напористая. Сколько в ней вот этой вообще силы. Ну вот это вот человек, понимаете, вот конкурс. Это вот она. Понимаете, вот она может. Вот реально шоу сделать вообще просто. Дайте, называется, материал. Материал дали, все, она просто раскатала. Очень крутой номер, поздравляю. Вообще, конечно, хорошо бы и по-честному действительно вот конкурс строить так, чтобы у каждого вокалиста был вот такой вот звездный час, чтобы ты смог вот спеть песню какую-то, что вот просто вот она запомнится и будет твоим хедлайнером, да. Вот у Язмин она вот сейчас была. Вот она сейчас у нее была. Вот, я думаю, такая самая яркая вот песня вот на протяжении вот всех выпусков, которые вот она мне больше всего понравилась. Это очень красиво было. Причем удивительно, да, потому что она в другой, ну, как бы в другой культуре, другой культурный пласт, и человеку вот такую аранжировку сделали. Вот, кстати, заметьте, да, тоже была история с тем, что форма очень, ну, цикличная, да, такая. Чуть побольше, конечно, чем у Алима, да, вот в произведении Люлю Мадина Бону, но какую аранжировку классную закрутили ребята. Они просто вот пачку сделали такую, понимаете, что вот вытащили эту историю вообще на другой уровень совсем, да. Насколько грамотно вот собранная аранжировка классная. Слушайте, кто там сидит вот реально, ребята, реально вот... Я не знаю, кто там в аранжировке, кто вот в артистах сидит, вот инструменталисты там, бенд, вот, ну, или что это.
Я вот респектую вам десятки раз просто. Какие же вы молодцы. Как это все классно звучит в пачке. Блин, красавчики. Вот, поэтому такая вот выигрышная у нее история. Конечно, здесь должны быть все 12 вообще. Ну вот Язмин одна тоже из фавориток. Понимаете? Она, конечно, именно вот шоу, конкурсная такая вот история у нее очень крепкая. Ой. Ну, из Монголии, конечно же, да, Монголия тоже очень крепкая. Ну, вот мне как-то Язмин поинтересней. Хотя у Монголии вот ее вот этот фольклорный номер тоже был самый яркий вот у нее, да, очень красивый тоже, интересный. Блин, слушайте, ну тут тяжело, вот они вот вместе хороши. И Монголия хорошо, и Язмин хорошо, и Автандил хорошо, и Мадина хорошо, да. Я просто пытаюсь для себя сориентироваться, понять, предугадать, кого допустят до финала. Вот. Ой, что это у нас тут? Свет барахлит. Ну, короче, должны быть, конечно, все высшие баллы здесь. Все сошлось. Все сошлось. Все сошлись карты. Красотка. Хотя вот в предыдущем выпуске, да, вот у нее песня была, но она же тоже, вот видите, она была тоже, когда вот они пели свои традиционные песни, она же у нее тоже не была там какой-то суперсложный вокальный, да, и там аранжировка такая вот реально южная, была теплая, кайфовая, классная, ну вот как вот в характере их народа, да, здесь как бы добавили вот этой истории роковости и всего остального, получилось как круто. Я вообще не понимаю. Китайцы ни одной восьмерки нет. Ну, что-то я, в общем, честно, плыву, конечно, не знаю. Ладно, давайте смотреть, что поставят. Здесь, я думаю, все будут в восторге. Она реально красотка, уже плачет. Боже, плакать не надо. Жасау бір өзімнің қолымнан келмес еді. Маған үнемі көмектесіп Она же жүрген до сих пор музыкалық вот такая жетекшілеріме, вся, да? топ мүшелеріне, стилистерге зор алғыс білдіремін. Всем спасибо, короче, говорит. Обожаю, очень благодарна. тыңдау шеберлігің менің Не, это был ее лучший номер. Это был ее лучший номер, реально, для меня. Вот прям запоминающийся, удивительно. Иә, әрине. Сіз менің ханшайымымсыз. Так, ладно, личные истории, это все, конечно, хорошо, но давайте я буду буду выше как бы всех этих вещей, чтобы лишний раз не сбиваться. Я понимаю, что контекст иногда важен, но, как говорится, цифры покажут. Я теперь буду как Тайтым сидеть и говорить, весы покажут. Я буду говорить, цифры покажут. Не должны быть все 12, ну, 100%. Ал енді ұпай санын білсек. Қазақстан 12 ұпай. Ну, должны быть все 12, Туркменстан. по мне, вообще. Вот когда такие номера человеку дают, да, вот надо, чтобы все 12 были. Түркменстан 10 ұпай. Оңтүстік Корея Ну, ладно. Здесь я даже на десятки не особо согласна. 10 ұпай. Реально, сегодня был ее звездный час. Таджикистан. Вот сейчас. Звездный час у человека. 12 ұпай. 2 десятки, да, пока? Қырғызстан 12 ұпай. Өзбекстан 12 ұпай. Армения 12 ұпай. Я вот все время думаю, что они должны сделать, чтобы Грузия. всем 12, все 12 поставили, понимаете? Интересно. Грузия 12 ұпай. Тай Да то. I made him smile. көп рахмет, Дато мырза. Она не Келесі ожидала. кезекте Қытай Ой, блин. 12 ұпай. Не, ну сегодня ее звездный Монголия. час, конечно. Конечно, да, конечно, должны поставить. Вообще десяток быть не должно, как по 10 мне. ұпай. Азербайжан 3-я десятка, да? Ой, аж башка заболела, боже. Конечно, 12, да, Эфенди? Азербайжан 12 ұпай. Осымен дауыс беру аяқталды. Thank you, everyone. Ох,
Хороша, супер. Супер. А теперь момент, от которого у меня уже заболела голова раньше времени. Так, ладно, давайте посмотрим на турнирную историю, что у нас там происходит. А, да? Подождите. Әзірге жеңімпаз. Мишель Джозеф. Лучший номер Мишель? Ну, не соглашусь. Для меня Уизмин был лучший номер. Рахмет, қымбатты көрермен. Жалпы қорытынды есеп Первое бойынша место, да? ең аз Разделяют Монголия и Малайзия, да, как раз, девчонки? Рахмет, Посмотрю. қымбатты көрермен. Жалпы қорытынды есеп Монголия, Малайзия, Армения, Джорджия, Чайна в середине, Казахстан. Чуть ниже Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Мадина, что происходит? Мне кто-нибудь может объяснить вообще? бойынша ең аз ұпай жинаған қатысушылар тамға. Тамга. Жігіттер, сіздер жобадағы жолдарыңызды жалғастырасыздар. Ал дәл осы Ой, господи, боже мой. Ну, как я и говорила, слушайте, я так и думала, что так произойдет. Ну, это вообще, если честно, несправедливо. Немножечко добавить нечего. Я не говорю, что она должна была быть в финале. Но это рано для Тамги. Понимаете, у нее хотя бы был путь непростой на конкурсе, в смысле, что она пробовала и так, и жанры, и штуки. Например, у китайца, участника Джанга, да, у него не было такого разнообразия, например, во время творческого вот этого пути конкурсного. У Тамги это было. Тут, блин, ой. Потом там какие-то оценки у нее какие-то там вылазили, я помню, 6 были, 8, из ниоткуда, непонятно за что. И вот «Добрый вечер» называется, приплыли. Даже получилось, что Фахридин остался. Хотя Фахридин, ну, действительно более вокальный конкурсный парень, да, он больше для конкурсов подходит, вот. Но, если честно, просто, ну, не там, ну, как бы нет, я бы по-другому, конечно, это все сделала. Я бы больше эфирного времени дала другим людям. Вот Тамге бы я дала бы больше эфирного времени точно. Вот. Ну, я так и думала, что так будет, если честно. Я поэтому уже как-то это еще с прошлого выпуска я поняла. Боже, бедная, вот реально, ну ты просто... Одно дело, когда ты просто участвуешь в конкурсе, понимаете, и так стресс. Другое дело, когда ты постоянно выходишь на вот эту плаху, стоишь там, блин, слушаешь, ждешь, пока какие-то люди тебе поставят там какую-то оценку, тебе что-то там скажут, извини, прости, ты была классной девчонкой, но как бы вот мы решили... Ну, то есть это вообще, конечно, это сильно сложнее проходить. Я не понимаю. Ну, реально, есть вопросы. Короче, я расстроилась. сәттен тамға өкінішке қарай Silkway Star жобасының қатысушысы емес. Тамға
осыншама кезең барысында өз еліңіздің намысын жоғары деңгейде абыроймен көрсеткеніңіз үшін, қорғағаныңыз үшін сізге алғысымыз шексіз. Бір ғана бағытта емес, ашылып сан түрлі бағытта ән Ай, ладно, тут уже все понятно. Короче, это все слушать 10-й раз не особо Бұл приятно. жерде әр әртістің өнері Всем спасибо скажет, и, как говорится, побежали. күмән келтіре алмаймыз. Ой, ладно, что поделать? Ну вот конкурсы такие, вот они, да. Ну несправедливо, конечно, нет. Там должна была еще парочку эфиров посидеть точно на конкурсе, понимаете? Ну а что говорить, ладно. Тут в принципе такая странная история. Пока что из того решения, вот с которым я действительно согласна, это с вот бэндом из Кореи, да. Но это вот девчонки, ну, по моему мнению, должны были первыми уйти с конкурса, но опять же, потому что они квартет, остальные солисты, это невозможно сравнивать никак, да. Ну, вообще другая история. Было бы там хоть парочку бэндов, да, в конкурсе, не они одни, было бы норм. Можно было бы как-то это еще более-менее сравнивать их хотя бы между собой, там, да, ну, вот такую историю применить. А так, ну, как бы... Иногда просто так очевидно, понимаете, какие-то вещи тянутся, какие-то вещи не тянутся, и я что-то как-то это... Ну, что поделать? Да нет, понимаете, просто я еще к этому так спокойно отношусь, потому что, ну все конкурсы такие. Мы хотя бы с вами можем насладиться теми моментами, чтобы послушать поющих людей. Новую, так сказать, кровь свежую, да, посмотреть, кто они и что они, как... короче, реально расстроилась, это все было понятно, короче. Ой, блин. Потому что вот этот же парень в жюри, который в Кыргызстане сидит, он же увидел, да, пару моментов отследил, и тоже видел, как он оценки, короче, играются ребята в жюри, играются с этими оценками. А вот если бы ДКБ, то во рту бы не росли грибы. Ладно. Ну, я так и думала, что так будет, ладно. Хотя номер ей сильный дали. Но видите, из-за того, что до этого такая вот история была, они не понимали, кто вылетит, Фахриддин или Тамга, и дали им обоим по классным номерам, и, ну, как бы, а там уже дальше вот что получится. И Автандил просто бедный вообще. Залетел туда совершенно случайно. Сам, наверное, не понял, бедный, за что. Не хочу я, короче, это все поднимать, эту всю волну. Мне все понятно, короче. Все понятно, ладно. Я надеюсь, что хотя бы финалист будет справедливым местом. Ладно. Тут ничего не попишешь, как говорится. Ну, просто как-то все очень открыто иногда так. Ну, как-то, я не знаю, что поаккуратнее надо, ребят. Ну, поаккуратнее надо немножко как-то. Вот если уже вы что-то там решаете, хотя бы поаккуратнее это делать. Понимаете, еще люди не могут ни на что влиять. Давайте сделаем, блин, голосование вот людей, вот, блин, на каждый этап. Как вот в битве экстрасенсов. Там, блин, каждый эфир. Реально люди голосуют, что-то там делают. Ну, понятное дело, что там могут выиграть фан-базы. Там это тоже, кстати, 10-й вопрос, на самом деле. Ладно, вот эти боты, да, накрутка голосов. Это вот нас еще с вами в финале все ждет, да. Кто там, что, трафика где нальют. Вот это мы еще будем смотреть. Вот. Не знаю. Я говорю, как бы конкурсы не моя сильная сторона. Я вот, это, да, слов нет у меня. Что-то как-то я расстроилась очень просто. Ну, неужели нельзя было дать еще там... Ай, Кыргызстан, ладно, не обижайтесь, как говорится, что поделать. Главное, что у нее есть свое творчество. Вы о ней и так знали, да. Я о ней и так знала. Теперь вот вся Центральная Азия еще будет знать, что есть такая певица Тамга. Я надеюсь, зайдут, посмотрят на ее... Вот, кстати, единственное, что я могу сказать отдельное из всей этой истории, вот реально, не поленитесь, сходите
и посмотрите на творчество Тамги, чем она занимается, как она работает, какие песни она пишет, чем она занимается, что она стильная, классная, клевая, самобытная артистка. Вот так. Это как бы мой вам совет. Такие дела. Вот, ладно, очень жаль, конечно, очень жаль, но я так и думала. Я так и думала. Ну, Фахриддин следующий, так я так понимаю, да, судя по тому, что происходит, как бы. А кто там будет или не будет, непонятно. Тоже зависит от ситуации. Ну, и вот что-то новенькое появится, наконец-то у нас. Третий какой-то участник, вот, наконец-таки доберутся до той серединки, к которой у меня есть вопросы, понимаете. Ладно, что поделать. А где-то там не использовали, кстати, нет? жалпы эфирінде жүздесіп кезеңдер бұдан да Не было, күрделі. да? Ендеше арнамыздан алыстамаңыз. Қызықтың бәрі алда. Араға бір апта салып дәл осы жерде Жібек жол арнасының эфирінде жүздесеміз. А, это вот, наконец-то. Всеобщие голоса. Монголия, Армения, Казахстан, Малайзия, Узбекистан, Чайна, Джорджия, Таджикистан, Кыргызстан. Монголия первая, Армения вторая, Казахстан третий. Малайзия четвертая, Узбекистан пятая. Ну да, по чесноку, конечно, давайте я так скажу. Вот если убрать, да, всю историю, оставить реально, вот, как по моему мнению, это должно было быть. Значит, именно про вокал, если мы судим, да, сложный и все такое. Вот если мы говорим, что это вокальный конкурс. Значит, Монголия, Малайзия, Узбекистан. Значит, это опционально, да. Вот такая тройка может твориться как угодно. Девчонки все очень-очень-очень крепкие. Туда же нужно еще и авто, я так думаю. И Армения тоже, да, хорошо. И если вот мы из этого набора, вот как бы классных таких вот вокалистов с изюмом, так скажем, да, берем, выделяем, то мы выделяем, ну, я выделяю, значит, Узбекистан я выделяю, Мадина Бону, я выделяю авто и выделяю Язмин. Это по интересному вокалу, по такому, по какой-то такой самобытности, которая есть у ребят. Но примерно вот все. Остальные вот универсалы очень крутые, классные, да. Вот это как бы должна быть такая вот примерная история, как мне кажется. Хедлайнерская. Там уже как уже распределяют. Вот. Объективно, открытие для меня из самых ярких два участника — это Автандил и Мадина Бону. Мадина Бону. Это для меня вот такие самые запоминающиеся ребята. Вот. Ну и Язмин сегодня тоже. У него был звездный час, она себя очень хорошо проявила, реально ничего не могу сказать. Есть в ней вот эта вот какая-то штука такая, конечно, не знаю, тоже какая-то самость такая вот. Ну, вот такой, вот это на мой вкус, да, например. Но это я вам сейчас, вот то, что я последний выделила, ребят, это уже вкусовщина моя, да. Если говорить именно по вокалу, то вот я вам озвучила этот топ, ребят. Вот эту пятерку или сколько их там получилось, да. Вот это вот уже условно там где-то как-то что-то должно вариться, понимаете, из финала в финал. Ну, в общем. Ладно. Дорогие мои, целую крепко, ваша репка. Спасибо, что были со мной. Все равно получилось на 2 часа. Пока я тут сидела, расстраивалась. Я, знаете, иногда просто хочу как-то подобрать слова, сижу, что-то мешкаюсь. Иногда подгорает, иногда нет. Но в итоге я что-то так эмоционировала, что у меня голова развалилась. Так что пойду выпью нурофена, пожалуй. Эти конкурсы просто... Стресс. А уже я-то что уже? Я молчу вообще. У меня-то что? У меня не стресс, у меня так, слезы. Стресс вот у ребят, да? Вот. В общем,
желаю вот ребятам реально побольше эфирного времени, пускай все сложится хорошо, пускай как-то немножечко все-таки справедливость все-таки восторжествует. Местами уже как-то, ну, совсем уже очевидно, что как бы, ну, не так оно должно быть, да? Вот, поэтому такие дела. Понимаете, обидно, когда вот из-за того, что жюри между собой могут какие-то штуки, вопросы решать, страдают артисты, понимаете? Так не должно быть, но так было всегда. Но так не должно же быть. Вот. Причем я вообще эти вещи не люблю, понимаете? Вот это вот вникать, вот кто кому там что там нашептал, кто кому чего сказал. Я стараюсь вообще от этого максимально оградиться. Если оставить вот сухо как бы по данным, по понятиям, то как бы есть вот моменты несправедливости, конечно, очевидны в этой истории. Вот, ну, мы всего лишь зрители, да, но за дураков нас тоже держать не надо. Поэтому я надеюсь, ситуация в каком-то виде да исправится. Вот, целую крепко, ваша репка. Ладно, всем пока. Пишите сами, что думаете, как вам, как ваши впечатления, да. 2 часа ролик вышел. Ну, соляви. Постараюсь нарезать, если скажете. Все. Давайте, друзья мои, всем хорошего вечера. Субтитры добавлю для всех, чтобы все могли посмотреть. Не пропущу этот момент. Все, пока.